What we're going to talk about today, we're going to talk about Siberian pack methodology. How they pack in St. Petersburg, Russia. It's not how they do it in Moscow, and it's not how they do in where he's from, okay, the Caro Pro, right? He is from this place called Kemerovo, all right, which is a place in Siberia. Now, he's going to show us how to pack. Okay, guys, the last hookah is on the table, and now what Carl's going to do, he's going to show you something extra special. And guess what? It's going in the base. So stay tuned and check that out. Так вот, приготовили мы для следующей забивки кальян. Кальян у нас будет на горячем чае. И как это сделать, как приготовить правильно кальян к этому процессу, сейчас вам покажем. Первым делом, чтобы не было больших перепад температуры, так как мы будем готовить на горячем чае кальян, нужно подготовить колбу. То есть сначала налить теплой воды. Несмотря на то, что как бы стекло вызывает явное уважение и доверие, да, все равно не будем рисковать. Потом погорячее воды нальем. Сверху, снаружи, изнутри прогреваем стекло. Теплой водой, потом уже погорячее, уже на максимум включаем горячую воду. Просто важно сделать так, чтобы у нас из-за этих всех экспериментов колба не треснула. Тем более, если у вас она дома одна всего, а не как у Брэндона. Миллиард всяких кальянов и колб, поэтому вы рискуете в итоге остаться вообще без кальяна. Блин, он прям холодный идет. Оставляем колбы с кипятком, пока будем готовить чай. Разогреем еще. Подготовили чай, сливаем воду, не всю. Заливаем чай сюда. Отлично, колба готова. Теперь она не лопнет, будет очень горячей. Сейчас проверим, что в итоге из всего этого получится. Кальян готов, колба горячая, чай горячий, соответственно, поехали забьем. Объясню. У нас на канале Caro Pro есть видео, одно из последних, в котором мы рассказывали целую историю коктейльных кальянов, то есть сочетание чашки с колбой. Вот. И сейчас специально для Брэндона и для людей, которые его любят, ценят, уважают и смотрят, мы сделали один из этих кальянов, да, коктейльных, это кальян на горячем чае. Вот. Параллельно с этой историей хотелось бы специальный кальян забить, потому что все-таки Брэндон это представитель индустрии западной, да, а мы все-таки русская культура, и у нас культура выходит постепенно на экстремальный уровень курения. То есть у нас очень любят суперновые гастрономические истории, там сыры, у нас полюбили там курить мясо и так далее. Вот, это прям гастрономия жесткая, и некоторые из этих вкусов уже действительно можно назвать экстремальными. Например, вкус Red Hot чили от компании ВТО. Брэндон знает, как это курица, и это курица очень-очень жестко, ребят. Вот, потому что это даже не так жестко, как чистая супернова. Будем делать микс несколько пряный и достаточно такой гастрономический. Подготовим немного чили. Это, казалось бы, немножко, вот, но вы можете увидеть, что это красный такой пигмент есть в табаке, он не черный, то есть это единственный вкус табака ВТО, который отличается действительно по цвету своего сиропа. И вот это количество перца, оно действительно, на самом деле, это очень много. То есть для меня, я не могу комфортно курить такое, потому что это действительно очень-очень много. Немножко поджали сироп, чтобы вам показать цвет, и нам так много лишнего не нужно. Помимо этого, добавим немножко имбиря от компании Cobra. Почему? Потому что у них, ну, действительно такой прям имбирь сильный, он прям ощущается, он царапает горло, этот имбирь. Еще бы отлично, прям супер зашел бы в этот микс, скорее, наверное, джинджер-эль от Абзала, потому что он, по мне, такой более коктейльный и интересный. А здесь, ну, просто галимый имбирь будет.
И буквально для свежести мы добавим сюда холс, арбузный холс от компании Элемент. Холст добавит свежести, я думаю, она нам здесь точно не помешает. Перемешиваем все это. Все, приступаем к забивке новенького серпа, ни разу не куриного. Now he's coating the bowl. Why is he doing that? Зачем мы промазываем сейчас чашу? Потому что у нас есть некоторое количество лишнего сиропа в табаке, а чашка, она первый раз будет куриться. Соответственно, это классическая глина, и она, надо признать, она голодная. То есть и на первом курении она будет высасывать максимально сироп из табака. Именно поэтому мы обмазываем стенки сиропом, чтобы уже глине дать необходимое количество сиропа, чтобы она не высушила быстро табачную смесь. This is gonna be insane. This is gonna be fucking crazy. I don't know if I can do this. По-моему, бренд под впечатлением. Hey, listen up. Listen to me, guys. Make sure you like, comment, and subscribe. Do you understand me? Do you fucking understand me, bro? Do it. Jack, this bowl's gonna be intense. It's gonna. The second bowl let me back. The second bowl was. I'm gonna tell you right now, I'm not smoking it. You got to. No, You have to. no. You know why? Why? I see that little candle right there. That's why. You got to. No, I'm good. Please, God. No way. Please. You got to. This little that little can right there is not what you think it is. Okay, sticking the poker through the holes again, trying to fluff it up and make sure the airflow is correct and where it needs to be. And then resorting the bowl. Why did he do that? Я сделал колодец, потому что нам здесь не нужно выдавливать там какую-то крепость из табака. Нам легче, скажем так, колодец обеспечивает лучшую вентиляцию. Вот. А так как мы и не хотим сейчас крепкий, да, курить и сильно насыщенный кальян, мы лучше отдадим предпочтение хорошей вентиляции табака, чтобы все было комфортно максимально и не крепко. So you don't think that putting a hole in the middle affects the flavor at all? Нет, однозначно точно не будет. В общем, отличие вообще, как вам расскажут в Кемерово, отличие забивки с колодцем и без, это если мы делаем без колодца чашку, как правило, это более насыщенный кальян. И это не цитаты великих людей, это просто практика, и она показывает то, что действительно чашки с колодцем, они такие менее насыщенные, но не в плохом смысле этого слова. То есть, если вы делаете легкий кальян для курильщиков, которым нужен легкий кальян, да, смысл вам, то есть из легкого табака пытаться выжать что-то покрепче, вы можете сделать колодец, и это будет уже, как говорится, наверняка. Вы не потеряете тягу, будет хорошая вентиляция, и в целом все будет очень комфортно. При всем при этом кальян, он будет чуть менее насыщенный, да, относительно той же чашки, но без колодца. Но это точно не будет менее вкусный кальян. Все, буквально несколько минуточек, и будем
пытаться все это дело раскрутить. Do people really like that fucking flavor though? Нет, нет. Nobody likes it. Я не люблю катастрофический перец. То есть я не курю перец, мне это не нравится. Я не люблю, в принципе, экстремальное курение, про которое мы говорили, подводя историю к третьему кальяну, который мы сегодня будем забивать. Вот, тут немножко дело, опять же, в другом. Здесь игра идет на температуру. То есть, если у нас в колбе, соответственно, горячий напиток залит, то мы можем себе позволить курить то, что обычно не курим. То есть, например, если кто-то из тех, кто смотрит это видео, знает, что такое супернова, едва ли когда-либо пытались покурить это в чистую. Потому что в чистую курить супернову вообще в принципе невозможно. Это и есть тот самый экстрим, про который я говорил. Чили Пеппер от ВТО — это еще один представитель максимально экстремальных кальянов. Вот, и мы попробуем сегодня этот экстрим немножко обуздать с помощью горячей колбы. Вот в чем основная идея этой забивки. Там помимо этого есть имбирь, он тоже очень такой эфирный вкус, интересный. Вот, и мы попробуем все это дело сбалансировать с помощью горячей колбы. Can't believe I'm doing this. Let's go. Let's fucking go. I don't fucking know. Брэндон, ты помнишь, как курица Fire, как он неприятен? Yeah. Let's see if we made it good. Готово. You know, Degustation, Брэндон. you know, My friend. my friend Sava over here, this guy, when he put the chili pepper in the bowl, it was not good. It was not good. Nobody liked it. But we're gonna find out today if you made it good. Let's find out. What? Комфортно? It's not. Yeah. It's a little bit at the end. It starts to kick you on the exhale, at the end of the exhale, but it's good. It's really good. That's crazy. What'd you do? You said salbei, habanero ginger, Да, yes. and then fire, Chili pepper and halls. watermelon hulls, and tea in the base. Hot tea. Boiling hot tea. Don't you worry that you're gonna break this? Об этом стоит подумать, конечно, и мы об этом специально рассказывали. Мы показали то, как нужно подготовить колбу, прежде чем заливать туда кипяток, чтобы она не треснула. Someone's gotta try this. Who's volunteering? I will. Jack will volunteer? Yeah. Woo! Jack. You know, I was like. I didn't cough myself to death or anything like that, so you know it's not bad. You know, I always like to take one for the team, so. Okay. Let's see what it's all about. This is my friend Jack, owner of Oasis Hookah Lounge in Las Vegas, What's up, everybody? Las Vegas, Nevada. So we're gonna Alright. see if he made it good. Let's find out. It's a lot better, huh? Yeah. It's a lot better. Yep. Last time we smoked this, I almost died. But it's rather smooth, it's cooling, yet it's spicy at the end of the exhale, right? You know what it is it seems like on the exhale you get a little bit of almost like a peppery burn at the tip of your tongue. Yeah. But the inhale is it's It's smooth and not burning. yeah. Yeah, it's not like it goes down your throat like a shot of bad whiskey. Yeah, it's It goes down actually smooth and relatively then it's good. spice on the exhale. So, Man, fantastic. All right. Who's next? Jay? Мы имеем дело с испарением, потому что все-таки здесь
горячий чай, и он испаряется, соответственно, дым уже более такой оседающий на элементах кальяна, на трубке, на основании, на клапане, поэтому клапан будет брызгать водой, немножко будет оседать конденсат в трубке, поэтому иногда приходится в таких кальянах приподнимать его и, скажем так, выгонять конденсат обратно в колбу. Okay, one more for the team, right? Better be better. This is Jig. Jig is from Shisha Avenue in the Philippines. He's a lounge owner and an official distributor. So, what do you think? Did he dig good or did he not do good? You know, actually, I like it. that thing actually got me. Yeah. But on the inhale, it's not spicy at all. Yeah. On the exhale, there is a little bit tingling on the throat. Yeah. But nothing that you cannot handle. Yeah. Perfectly yeah. made. I like that the bowl is hot, which gives an added tinge to it. Yeah, it's nice actually. I would never think ever in a million years to put fucking tea in the base, right? But it helped my wife with her asthma when she was having problems with her asthma. Sava made this for her, and it's just gone. She was. That gives me a good idea now. Yeah, it's excellent. It's excellent. It does. Let me try that. It's again. really Yeah, good. yeah. Really good. Wow. Let's try it again. Важно заметить, что пока будет понижаться температура в колбе, тем самым будет повышаться эффект от забитых вкусов. То есть горячая колба несколько балансирует вкус, и некоторые вкусы даже они не смогут пробиться через горячую колбу. И здесь в данном конкретном случае, если мы обуздали, скажем так, этот экстремальный эффект от вкуса чили пеппер от ВТО, пока остывает колба, скажем так, вылазит наружу вот этот весь эффект перца. То есть, если мы покурим еще буквально минут 10-15, перец будет ощущаться гораздо ярче, потому что остынет колба. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что если мы сейчас переставим чашку на кальян с обычной холодной водой, это будет куда более неприятно куриться, да, потому что это будет максимально остро. Excellent job. You killed it, bro. Oh my god. Anyways. So this was really well made. Very well made. Very well done. Very well done. I can't say it enough that you made an unsmokable flavor very smokable. So it all comes down to the professionalism and packing the bowl and getting things together and making something of balance with taste and new innovations. I never thought that tea in the base would be something so special. And with those balanced flavors, just amazing. I'm so, now I'm scared. Wait, you're taking away the tea? Что мы делаем? Мы сейчас переставляем на холодную колбу для того, чтобы убедиться в том, что горячая действительно обладала эффектом и снижала вот этот вот эффект максимальный от чили пеппера. So we're gonna try it without tea in the base and see how that works out. Hopefully it's good. Острота прям возле ушей оказывается на самом деле. Okay, so we're gonna try with no tea and see how much it dramatically affects the two. Плюс, если сейчас Брэндон попробует говорить во время выдоха, то он закашляется точно. It's hitting back here. It's hitting back here. That's phenomenal. So the pepper comes in much stronger.
but not to the point where it's unsmokable now. Let's get that straight. But it does come in more vibrant. So if you want a smoother smoke with this flavor or this kind of compound, the red tea in the base really mellows it a bit, but it's still very aromatic. Я могу выразить огромный респект Брэндону. Он неожиданно и очень быстро и стремительно стал популярен, очень популярный человек сейчас на кальянном рынке нашей страны. Вот. И он сейчас является таким неким окном соединения одного рынка, но в разных странах. Да? То есть это небольшой такой выход на международный уровень, и Брэндон делает так, чтобы мы могли дружить вне зависимости даже от языкового барьера, да, то есть нам тяжело общаться с Брэндоном, потому что мы не знаем английского языка, но мы учимся, и скоро мы сможем с Брэндоном нормально созваниваться и уже болтать. Вот, и я выражаю огромную благодарность Брэндону за то, что он это делает, он снимает блог, который можно показать и на русском ютубе, и на зарубежном ютубе, и за это очень большое спасибо Брэндону, спасибо за приглашение. Thank you, Thank you bro. so much. Thank you. Thanks for packing the bowls for us. It was phenomenal. So, anyways, wrapping up. Thanks again, Carl Pro, the man, the myth, the legend. Came through, packed some great bowls, and I guess I'll see you in the next video, shall we? Don't forget, like, comment, and subscribe. Я думаю, те, кто посмотрит это видео, потому что это выложу на канал именно я, да, они и так знают, что делать, но а люди, которые являются представителями других стран, да, за рубежом, если вам интересен наш продукт, чашки Serve Bowls, контакты будут в описании к этому видео, мы всегда готовы пообщаться. В конце концов, даже при наличии языкового барьера мы находимся в 2019 году, у нас есть Google Translate, вот, и мы всегда сможем с вами найти общий язык, рассказать о своем продукте и, соответственно, обеспечить ваш рынок своим продуктом. Вот, и, собственно, подписывайтесь на канал Брэндона, оставайтесь на связи. Спасибо. Spasiba. See you later.